Привет, дорогой друг. Думаешь, играя на PlayStation, не заработаешь много денег, играя в игрульки? Да нет, так не получится. Часто задают вопросы, я часто замечаю в сообществах, ну и в комментариях спор на тему того, какой язык учить. Ну, так вот, давайте разберемся. На самом деле часто выбирают между там Python, JavaScript, какой язык первый. Я ж студент, я там, не знаю, закончил университет, я там меняю профессию, еще что-то. Неважно, да? То есть, на мой взгляд, выбирать язык нужно достаточно простым способом. А что ты хочешь? Ты хочешь сделать фронтенд, бэкенд, что-нибудь вообще? Ну, то есть выбор он от задачи. То есть любой язык подходит под задачу. То есть я раньше ходил на конференции, я сейчас немножко такое вводное сделаю. Часто ходил на конференции, там было обсуждение того, что мы можем, да, то есть люди учили один язык, например, там, Ruby, Python, Java, вот, .NET, неважно, да, то есть приходишь на конференцию, они такие рассказывают, а с помощью нашего языка еще можно сделать мобильное приложение или там разработать какую-то классную штуку, круче, больше, но чтобы не учить другой язык. В общем, все языки учатся от задачи, от того, что ты хочешь получить по итогу. Хочешь делать игры под комп, Unity и так далее, бери C-Sharp, вот не ошибешься, то есть и мы смотрим, ага, так, игры, тыры-пыры, обучение для учащихся, видите, все на русском. Уже можно достаточно быстро въезжать в профессию, не особо смотря на всякие штуки. Бум, да. Короче, у нас есть в основном 4 этапа выбора вообще профессии. То есть сначала выбираем отрасль. Да, мы хотим в играх телефончики разрабатывать, веб-сайты, инфраструктуру делать. Да, это сразу определяет нас в IT. Да? Дальше мы выбираем роль. То есть кем мы хотим быть? Мы хотим быть тестировщиком, бизнес-аналитиком, работать что-то с документами и с бизнесменами, то есть участвовать в митингах, общаться с людьми, то есть, ну, вот. Или разработчики. Мы хотим писать код, делать это все руками, пробовать сам жир, сам сок. Или дизайнером. То есть, опять же, от этого сильно играет зарплата, но она не меньше может играть от вот этих направлений. На третьем этапе мы выбираем язык или технологию, только на третьем. Да? То есть, например, мы можем быть QA-автоматизатором и, например, Python или JavaScript. Да? То есть мы можем выбирать... Бизнес-аналитик тоже может выбирать какие-то, например, технологии, как он хочет анализ свой проводить, как он будет делать поиск рынка, каким инструментарием будет пользоваться. Также разработчик и дизайнер. Да? Дизайнер может быть в фигме, дизайнер может там делать макапы в какой-нибудь там бальзамике, еще чем-нибудь. Вот. И на четвертый этап мы выбираем бизнес-модель. Это тоже важно, вот, потому что, например, если мы идем на фриланс, мы понимаем, окей, мы будем зарабатывать мало денежек, но у нас будет какой-то там, не знаю, много клиентов, будем как бизнесмены лупить бабло, делать похожие задачи одному клиенту, второму, пятому, десятому, но одинаковые. Мы особо расти, ну, так глубоко не будем. Но поверхностно будем подобные задачи решать, получать свою копеечку и радоваться жизни. Возможно, нам это нужно. Но мы ни от кого не зависим. Захотели поработали, захотели в отпуск пошли, да, то есть свобода какая-то. Либо мы хотим процессы, чтобы все четко было, чтобы утром встал, пришел, а там уже задача висит. Ну, тогда аутсорсинг, там хорошие бизнес-процессы, там отличный завод. Любая аутсорсинговая компания, хороший заводик. Либо продукт или стартап. Да? Разница в чем? То есть стартап это что-то молодое, новое, горячие ребята, но много дерьма. Вот готовьтесь покупать покрывало, там что-то и ночевать на работе. Вот. А продукт это что-то, что уже зарабатывает, уже стартап, который стал на ноги, там поспокойнее, поприятнее, там уже душевный коллектив, немножко сбитый, и оно уже более-менее стоит на ногах, то есть есть процессы. То есть немножко небольшая разница, но есть. А стартап это всегда риск. Риск, что могут деньги закончиться. Ну, короче, много рисков. Вот. Вы выбираете, в каком режиме вы хотите работать. И после этого вы двигаетесь. Но опять же, давайте смотреть. Да? То есть я, например, смотрел Германию, а в Германии более-менее все есть. А если вы находитесь в каком-нибудь Нюхасранске, да? А в вашем Нюхасранске вот какой-то из этих веток, которые я нарисовал, может не быть. То есть у вас может не быть вообще игровой разработки. Одна компания, например, как в Минске,
условный Wargaming занимается играми, и все. То есть я не слышал какой-то там Blizzard, там офис, там еще что-то. Игры делают не так много компаний в Беларуси, да, то есть вдруг у вас что-то не сложилось, вдруг вам что-то не понравилось, вдруг вам не повысили зарплату, и куда ты пойдешь? Из Беларуси уедешь? Ну, уезжай. Вот. И то же самое, да, выбираем компании, например, которые есть у нас на рынке. Как мы можем сделать? Ну, условно, можем зайти на тот же Ашаш.ру, ну, вот такой вот, как вам такой, какая такая интеграция, да, рекламная. Вот. Ну, например, мы выбираем вакансию iOS Developer. Бум. И смотрим, сколько у нас есть вакансий. Да, вот у меня, видите, Минск стоит. Да, видим, что у нас 277 вакансий, да, то есть шанс трудоустроиться, он есть, он хотя бы существует. Например, мы берем BA, или как BUSINES. Бум, 170 вакансий, да, видите, уже тяжелее, уже конкуренция, уже нужен уровень. Ну, технически зарплату можно сразу выше получить. Вот. Ну, например, бизнес-аналитик, да, 170 вакансий, и вроде бы все здорово. И мы можем двигаться по этим позициям туда-сюда, и все здорово получается. Но это тоже выбор. Или, например, JavaScript Developer. Бум, что посмотрим, 600 вакансий, да, намного легче. Ну, представляете, 600 вакансий, ну, возьми, обойди все позиции. Ну, стопудово, пройдешь 50 вакансий из 600, и тебя возьмут на работу. Ну, это, опять же, и сеньор, все сюда попадает, junior, PHP девелопер. Да неважно, да, то есть мы прошли, у нас есть вариантики. Или Python. Я почему это показываю? Ну, видите, Python в 2 раза меньше, уже в 2 раза тяжелее. Можно, грубо говоря, если вы видите, что, например, чего-то... Вот, видите, Ruby. На Ruby все. Прошел, не взяли, все. Можешь качаться, развивайся. Но проблема в том, что рынок маленький. То есть, или, например, Game Developer. 119, да, видите, как и Ruby, да, редко. Для Беларуси не популярно, для Минска. И вот вы берете свой регион, стопудово на ваш город, на ваш какой-то там локальный рынок. Есть какой-то вакансия, и вы вот просто можете завести Excel-ку и рядом с каждыми вот этими позициями позаполнять цифры. И вы будете явно видеть, где у вас больше шансов. Да, мы играем в тир, в дартс, не такой, который типа, а вдруг нам повезет. Я буду молодцом, и мне повезет. Не надо быть молодцом. Можешь провести аналитику, позадавай вопросы, поищи, поресерчи, приложи усилия. И опять же, если мы говорим про языки программирования, да, то есть мы сначала сделали выбор, куда мы идем, а потом, например, про языки программирования, то нам на курсах врут, да, то есть, например, нам говорят, JavaScript за 3 месяца, там, фронтенчик, смотри, сколько-то вакансий, точно найдешь работу, и так далее, и так далее. Здорово. Но найдешь ты вакансию, а работать ты сможешь, а вырасти, а как ошибки свои будешь замечать? То есть, например, по-хорошему, я бы советовал учить строго типизированные языки и прокачиваться, именно поработать какое-то время, даже сделать какой-то маленький проект домашний на каком-то строго типизированном языке. То есть учите несколько языков, не парьтесь. Можете параллельно учить 2. То есть JavaScript, он такой, он с одной стороны простой, как барабан. Вы можете быстренько делать кнопки, что-то там двигать, но вам придется проделать большую работу, чтобы стать классным разработчиком. То есть, возможно, вы до мидла быстро долетите, а вот к сеньору будете долго приближаться. Почему? Потому что, строго типизированные языки, на мой взгляд, там C-Sharp, Java, они закладывают в вас то, что как организовывать код, как строить инфраструктуру, как связи налаживать, почему язык программирования работает так, а не вот так. То есть там много жестких рамок, которые бьют по рукам. Да бог с ним, C-Sharp, там, Java, там, даже Swift, Kotlin, что и угодно. Они бьют по рукам, они наказывают, да, то есть они все ошибки не прощают. А JavaScript прощает. И на JavaScript вы сразу учитесь писать так себе. Если грубо, давайте я еще немножко порисую. Вот. И например, и вот такие... Неудобно на винде. И таким образом у нас идет вниз, 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 вниз какая-то программа. Вот она вот так.
Самое главное во всей структурном коде у нас нету функций зачастую. У нас просто полотно кода выполняет какую-то задачу, и в конце у нас close. Ну, то есть завершение программы. Где это используется? На самом деле это используется для написания программ для терминала. Что такое терминал? Это вот такая штука. Вот. Терминал мы, например, пишем npm help, и он нам что-то выводит, какие-то команды. Вот. И это терминал. И вот эти команды, вот это же тоже программа. Да? Мы общаемся с ней через интерфейс консоли. И этим занимаются девопсы, они пишут на структурном коде. Структурный, потому что нет функции, просто какой-то скрипт, который выполняется от начала до конца и заканчивается. И это нормальная тоже такая техника программирования, самая простая, которую можно выучить. За ней идет функциональное программирование. То есть у нас есть структурный код, а дальше есть функциональный. Это, опять же, такой подход, когда у нас максимальная структура единицы, ну, парадигма, да, то есть в нашей парадигме, например, максимальная единица — это функция, да, то есть мы все пытаемся привести к функции, у нас есть какой-то условно main, да, какая-то программа, здесь может быть цикл, while, ну, и тут мы какой-то там прописываем программу, да. И программа наша не заканчивается до тех пор, пока что-то выполняется. Это псевдокод, то есть я не пытаюсь писать код. Вот. Ну и здесь мы делаем, например, там какую-то такую программу, типа двигаться. Там, пум-пум. Если бы это была игра, то у нас был какой-то X, Y, да. И мы бы такие... Да, и писали бы тут какие-то такие штуки, дрюки. Ну, например, подвинулись по X, подвинулись по Y. Вот. Да, и, грубо говоря, как это может выглядеть? Ну, так работает обычное там любое приложение. У нас есть какой-то бесконечный цикл. В цикле у нас выполняются какие-то команды, да, например, ввод, да, то есть я с клавиатуры что-то ввожу, и что-то происходит. Я ввожу что-то там, например, escape, у нас программа завершается. Очень похоже на то, что мы вводим здесь и жмем там Enter, да, только мы это можем делать функцией. Вот, ну и мы все разбиваем на функции. То есть у нас кусочек кода, который вот минимально логический, это функция, а не вся логика в одном каком-то полотне. И мы стараемся по логике разносить, чтобы не создавать мегафункции и чтобы все читалось, да, то есть мы читаем, ага, главная программа, если мы что-то двигаем, ну, тогда что-то двигается. Если мы выходим, тогда мы выходим. Да, вот в таком вот стиле. Это функциональное программирование. Это, опять же, подход, который достаточно простой. То есть он... Вот, у нас есть функциональный код, и дальше у нас возникает еще ситуация, что у нас есть ООП. Объектно-ориентированное программирование. Ну, по сути, 3 подхода. И вот, в объектно-ориентированном что у нас возникает? У нас вот это вот все, чтобы была логика, мы говорим, у нас класс, например, animal, или там point. Мы повышаем уровень абстракции, и у нас есть там, например. И когда у нас есть этот point, мы можем его мувать. Да, например, 2, 3. Куда-то подвинули нашу точечку. И дальше у нас опять же возникает, что в какой-то момент это где-то нужно создать. Ну и зачастую, если есть третье место, где у нас есть по итогу все равно функция, так или иначе, да, нам надо с чего-то начать, какая-то точка входа, где мы создаем наши вот эти штуки и работаем с ними. Да, даже если мы где-то снаружи создали, мы что-то тут делаем с точкой нашей и дальше пишем close. Это псевдокод, то есть я примерно структурно разношу, но суть в том, вы понимаете, тут уровень абстракции выше, этим всем управлять, ну, грубо говоря, если у вас огромнейшее приложение, то технически этим управлять должно быть намного проще, чем мы будем управлять огромным количеством функций. И
большая разница между объектно-ориентированным программированием, функциональным и структурным. То есть, потому что в структурном программировании нету порядка, да, то есть у вас просто программа, вот у вас, вот как вы открыли файлик, вот у вас вся программа, она вся перед глазами, и максимум, что вы там порядок какой-то там посортировали. Но она небольшая, то есть сама программа, она не каких-то гигантских размеров. То же самое с функциональным программированием. У каждого из подходов есть плюсы и минусы. И когда вы учите объектно-ориентированное программирование, вы можете упорядочивать код, вы понимаете, зачем, почему так, какие сложности могут быть. Вы хотя бы понимаете, что такое порядок в принципе. И вот эти все вещи, приватные, публичные, позволяют вам разобраться в программировании немножко глубже и иметь какую-то такую, знаете, как академическую фундаментальную базу. И это позволит вам дальше в JavaScript вообще, вы просто чуть-чуть почитали туда-сюда, покумекали, соотнесли и двинулись дальше очень быстро. Если вам вдруг надо будет выучить другой, более там, другой язык, да, другую парадигму, еще что-то, вам уже будет более-менее понятно, потому что вы разобрались. Да, вы можете двинуться еще дальше, например, в плюсы, где у вас появляются еще указатели, это что-то типа... Тут бы было бы какое-то и с указателями тоже есть возня, то есть это указательная память и так далее. И вы разбираетесь глубже, и в итоге начинаете более-менее понимать, как вообще все устроено под капотом. Потому что JavaScript от вас все это прячет, то есть Python прячет, PHP прячет, поэтому туда и заскочить проще, но все равно со временем для того, чтобы двинуться еще дальше, еще быстрее, просто учить фреймворки, бесконечно перебирать. Ну, вы как бы на одном уровне движетесь. Вам надо в глубину и в какой-то момент спуститься. То есть, ну, грубо говоря, вы копали нефть лопатой, и она била струей, да. То есть вы копнули, и у вас сразу вау, вакансия, да? Вау, работа. Вы копнули еще чуть-чуть, круто, еще чуть-чуть ведерко нефти добыли. А если вам надо уже завод построить, нефтеперерабатывающий, вам прям надо в глубину прокопаться, чтобы объемы давать, да, и поднимать наверх, решать задачи разного уровня сложности и понимать, где может быть проблема. И это будет ваш блокер. То есть пока вы фундаментально не погрузитесь, в какой-то один момент не разберетесь, не прокачаетесь, это будет вас ограничивать. Поэтому это просто разные парадигмы, разные подходы, и их надо более-менее все поперебирать и набить руку. Я не говорю, что обязательно работать на .NET или на Java, но как минимум для себя разберите один строго типизированный язык так, чтобы вы его понимали, могли на нем что-то написать маломальски, и это даст вам буст. А язык берите тот, на котором проще зарабатывать деньги. Потому что так или иначе, ну, в первую очередь мы идем на собес, устраиваемся на работу, зарабатываем деньги и дальше прокачиваем скиллы, чтобы дальше двигаться. То есть, конечно, хорошо бесконечно учиться и прийти сразу опытным сеньором, но это вам куча времени, и вам намного проще будет двигаться через работу. Поэтому не парьтесь, не задавайте глупые вопросы, какой язык лучше выбрать. Вам все равно надо будет выучить несколько языков, по-хорошему 2-3. То есть есть общая тенденция, которая раньше была популярна, что каждые полгода, год учить новый язык. Да? То есть какое-то время, например, пока вы джун, неуверенно себя чувствуете, пробуйте разные языки, пробуйте разные фреймворки, пробуйте разные подходы, не останавливайтесь. И это сделает вас молодцом, сильным и уверенным. То есть расширяйте кругозор. То есть сначала вы забежали куда-то, например, я хочу там геймдев. Вы забежали, а потом сильно расширили свой кругозор. Вот на каком-то уровне. Погрузились ниже и опять расширили кругозор. Еще глубже и еще больше кругозор. И тогда вы опытные специалисты, вы можете работать там сеньором, solution-архитектором и так далее. Но если вы прибежали на рынок, и вот вы так узенько пробежали, там, 5-6 лет на одном месте, не меняя технологии и так далее, не пробуя разные подходы, просто вот вы знаете только вот так и все, вот вы как робот, но вы не прокачаетесь. То есть вы будете на своем месте, на своем уровне долго-долго, и вы прям будете ходить на работу и говорить, да я ж там много лет работаю, почему мне так зарплату не повышают? Потому что
кругозор. То есть вы должны мочь решать разнообразные задачи разного уровня сложности, иметь какую-то компетенцию на высоком уровне, на низком уровне, понимаете, да? То есть чем больше такого вариативности в вашей голове, тем быстрее вы можете накидывать гипотезы, а что же случилось, а как что, почему это не работает. Не задавать тупые вопросы. Ну, то есть со временем, чтобы стать сеньором или более крутым товарищем, вам надо понимать самое главное, что сеньор — это не тот, кто там 5 лет проработал или 6 лет, может, год проработал и уже сеньор. Это тот, кто может решить проблему самостоятельно. То есть он пришел, ему дали в плечи, сказали: вот, у тебя есть кусок проекта, разбирайся. Все, нет никакого ТЗ, ничего, просто реши проблему, там, не знаю, сделай что-нибудь крутое. Научись загружать файлики супер какие-то огромные в бесконечно большом количестве, максимально дешево на сервер. Все, и забыли. То есть никто ему не расписывает: сделай раз, сделай два, сделай три. Если вам это ТЗ накидывает кто-то, вы не сеньор. Вы middle плюс, middle минус. Да? То есть вы середнячок. И выше вы не двинетесь, пока вы не будете брать ответственность и сами решать проблему, какой бы сложной она ни была. А чтобы это делать, ну, надо кругозор расширять. Надо не бояться забежать туда, куда ты не знаешь. Это вообще в IT, это нормально. Мы начинаем делать и пробовать, и разрабатывать на том, чего мы еще толком не знаем. И погружаемся в задачу, разбираемся глубже, глубже, глубже. Но у нас еще должно какое-то время, по крайней мере, пока вы джун, неуверенно стоите на ногах, пробуйте. У вас должен быть, ну, не обязательно, но желательно, какой-то проект, который вы делаете тете, маминой подруге, сестре, своему дяде, неважно, какой-то сайт или игру, над которой вы экспериментируете с другом, там, без друга, вы просто там пробуете, качаете. То, что не можете попробовать на работе, пробуйте там. Но самое главное, всегда двигайтесь вперед. Если вы учите IT, начинайте ходить по собеседованиям. Не стесняйтесь, факапьте, пускай вам вопросы задают, записывайте, это позволит вам изучать, двигаться вперед, знакомьтесь, берите контакты людей, которые вас собеседуют, чтобы могли пообщаться потом, и так далее, и так далее. Двигайтесь, 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 двигайтесь. Должна быть внутренняя мотивация и желание, увлеченность. Если этого нет, то, наверное, вы пришли не туда. Потому что программирование — это образ жизни. То есть это как танцора, да, то есть там дисциплина какая-то, там тренировки туда-сюда. Нельзя просто так, типа, я хочу классно танцевать, ну, а вообще я там не хочу танцевать. Я полежу, посмотрю, просто больше денег платить. И каждый там год ходите, просите больше денег. Так же не сработает. С чего вдруг? Поэтому, я не знаю, более-менее объяснил по выбору технологий, как вообще к этой задаче подойти. Так что выбирайте, двигайтесь. Ну, и по языкам, ну, можете начать с чего угодно, но я бы посоветовал сначала покачаться, как академические языки, более строго типизированные, а потом Python, Java, что вам захочется, там, JavaScript. И после этого уже сразу на собес, просто сразу. То есть пускай вы там месяцок-два покодите на строго типизированном языке, почитайте книжку. Кстати, книжки по строго типизированным языкам, они более-менее good. Они не устаревают со временем, потому что там языки не так быстро развиваются, не так бурно, как динамически типизированные. Вот. Либо можете с фреймворка начать, чтобы в целом забежать в профессию, и перебирайте фреймворки и смотрите, как они работают. Пробуйте там Python такой, PHP такое, на JavaScript какой-нибудь фреймворк, еще что-то. Перебирайте фреймворки, смотрите, как они устроены. Но на все это нужно время. Поэтому мой вам совет, все-таки строго типизацию посмотрите, научитесь с классами, потом опускайтесь ниже, потом функциональное программирование, поучились, разобрались, потом структурное программирование, опять же, научились делать скрипты, бум, а потом вы уже можете комбинировать, хотите так, хотите вот сюда, вот это, хотите вот сюда. По крайней мере, вы сможете чужой код быстро читать и понимать, зачем и почему они так пишут. На этом все, счастливо.